Здравствуйте, товарищи. Парни, не так, чтобы очевидно это вышло, но вышло как-то так. Давно не было видео, очень давно. И материала накопилось немало. Ползимы и полвесны, можно сказать, мы занимались одним и тем же. Разрабатывали мы макет активного экзоскелета. Что-то получилось, что-то не очень. Во-первых, было очень мало времени, а во-вторых, детали мы раскрывать не будем, потому что, не имеем, можно сказать, права на это. К сожалению, мы не можем ничего говорить и показывать о макете. Надеюсь, что-то изменится. Итак, речь пойдет о 4-й модели в линейке, о изначальном концепте, реализации и дальнейших планах. Самая главная мысль была в том, чтобы максимально уменьшить вес скелета, сделать его аналоговым, легко разбирающимся и приспособленным к ударным нагрузкам. Было бы печально наличие электронного слабого места в системе, которая боится транспортировки. Как всегда, мнения разделились. Был приобретен сварочный полуавтомат, баллон с аргоном, редуктор, алюминиевая проволока, пройден заочный видеокурс о сварке алюминия и так далее. Далее был куплен 3D принтер для печати крышечек, креплений и мягких, эластичных и твердых элементов. Задача стояла дать максимум степеней свободы для ног. Частично реализована модульность, спина съемная. Времени было очень мало, и мы даже еще не успели толком опробовать и оттестировать систему управления Mark IV. В общем, вывод. Аналоговая система управления Mark IV подходит только мне, так как собирал ее на своих наблюдениях и ощущениях от ходьбы и от бега. Индивидуальная биомеханика. Хотя, скорее всего, это дело техники, настроить можно все. Система хоть и безмозглая и выполнена скорее как компенсатор, но работала на Mark IV. В открытом положении экзоскелет простоял сутки, не потеряв равновесие и давление в ресивере. Затем появилось предложение об участии в экзофайте. Я ранее упоминал об этом. Появилась мысль сделать универсальную платформу-трансформер. Mark IV получается довольно крепким, подвижным и более-менее легким по весу объектом для дальнейших экспериментов. На очереди конструкция рук и съемных активных манипуляторов. Вот так идет процесс печати. Потихоньку, помаленьку. Вроде сейчас все работает. Со столом, конечно, я намучился. Кто что советовал, пересмотрел много видео, начитал много форумов. И в итоге все пришло к тому, что пришлось поставить стекло. Стекло от старого серванта сарденовского. Вроде бы ровно, к нему более-менее прилипает. То, что до этого было мучение просто на этом стандартном столе. И что я только не пробовал. И скотч, и лак для волос, и клей. И нифига. И даже вином смазывал липку. И ничего не получилось. Оказалось, что у тарантулы гнутый стол, а под температурой он нагревается еще сильнее и начинает деформироваться. Пришлось его выправить и посадить на клей-момент намертво. Изначально стол вообще не работал. Пришлось ремонтировать тены и менять вот в этой плате транзистор. Сейчас его будет видно. Наверное, не видно. Это процент брака от напечатанного. Вот это готовый продукт. Змейка для кабелей. Конечно, процесс занимает очень много времени. Да. Вот, кстати, тот клей, которым я пробовал наносить. Пыла, пластик прилипает, но со временем все равно отваливается. Как это не прискорбно. Особенно большие детали, когда печатают. С прямой поверхностью. Без подложки. В общем, вот такая вот штука. Значит, панель управления я повесил сюда. Раму усилил. Это можно увидеть уголками стальными, как обычно. В общем, пришлось его весь переделать. Потому что он вообще ни хрена не работал. Ползал на коленках, как говорится. Тут, конечно же, пока на скотче, но штуцер еще не нашли такую. Но время не ждет. Сроки горят. Сраки тоже, поэтому печатаем так. Вроде бы неплохо. Тестовый образец для печати. Крышки. Видите? Это называется опал. Как-то он по-своему называется. В общем, без нее навесом не пропечатать. Навесом получается крышка верхняя часть. А так мы подготавливаем стол. Вот.
вот этим средством. Чистой обычной губкой для посуды. Протираем, намазываем. Размазываем. Скажи, что ничего другого не работает. Да, ничего другого не работает. С этим пластиком тем более. Пластик СБС, он мягкий. На клей его садить нельзя, он прилипает намертво и разрушается модель, когда ее пытаетесь отодрать. Вот после прогрева стола нужно будет протереть обычной бумажкой. Ни лак для волос не работает, ни клей не работает, и даже пыла пластик с клеем отваливается. В общем, вот как-то так. Пока СБС идеальный вариант. Вот, вроде бы первый слой мы кладем, как нам сказали, наконец-то. Включил принудительный обдув канала, чтобы не застревал пруток. И вот что-то уже напечаталось. Вот так выглядит процесс примерно. Для меня это в новинку, потому что я раньше таким никогда не занимался. На станках с стеклом работает все вручную. Я заметил тенденцию, что когда что-то нужно, это хуй найдешь. Смотри, сейчас стал лопнуть, конечно. Вроде более-менее. Ну, четко. Так. Все, сейчас надо это. Крепежи суставов делать. Я все еще знаю. Даже шляпа. Чью? Преклоняю колени. Все на глаз. По марку 3, как вы видите, мы не забросили. Мы его потихоньку делаем. Самое главное, чего нужно было добиться, это подвижность. Подвижности, сука, потому что я даже в нем бегать раньше не мог. Я в нем еле ходил.
сейчас даже на видео, если вы смотрели внимательно на прошлом, вы видели, что я даже в нем пробежался. От системы активных приводов мы отказываться не будем, привода уже есть, распределители нужно здесь делать самостоятельно. Активная система будет представлять собой двигатель ДВС, который у нас там лежит от бензопилы, и самодельный компрессор. Собственно, такой вид почему? Потому что задача стояла приблизить его к реальности. Собственно, почему такие щитки? Во-первых, потому что они закрывают подмышечную впадину, а во-вторых, немного закрывают голову. Здесь задумывается еще броневоротник дополнительный со шлемом. Я думаю, нетрудно заметить, что здесь тоже есть изменения кое-какие. Видите, мы работаем как бы над конструкцией потихоньку. Марк 4 тоже дорабатывается нижняя часть, бедренные привода, бедра будут стоять, потому что раньше их не было, привода стояли только на колене, на голени, здесь еще будут бедра задействованы, спина будет активная. На примере рамы от Марка 4 мы собираемся немножко поэкспериментировать. И еще, к слову, мы открываем новую рубрику. Новая рубрика будет касаться автомобилей. Почему автомобилей? Потому что, во-первых, у нас тут много автомобилистов, и это, можно сказать, наша основная деятельность. Разработки экзоскелетов мы ни в коем случае не забрасываем. Да, в последнее время некогда было и не занимались этим. Почему? Потому что у меня сейчас абсолютно новый концепт в голове. Очень ясно вырисовывается. Такое каверзное слово. И на этом я с вами прощаюсь. Впереди вас ждет еще много чего интересного.